Это ту же игру. Оженюн. Опять. Ну, потому что папе нравится. Нет. Четвертая. Окей. Так. Кстати. О. Я вообще много чего забыл включить. Я забыл все включить. Это чат, во-первых. Хашира ТТВ, спасибо за фоллоу. Так, вот. Окей. Угу. Да, теперь готово. Давайте начинать. DMC. Обмен. Это забавно. Лол, у нее тоже автомат. Она ходить может вообще? Давай, вставай, ё-моё. Там мега-снайпер? А, нет. Хотя он мог бы быть снайпером, да? Иди.
Блин, Вергилий, наверное, какую-то ебанутую хуйню сделает. Чувствую от него вайбы какие-то такие ненадежные. Ну ковыляй быстрее, ё-моё. Нет. Что ты делаешь? Ты чё? Не. Какого хуя? О, нет! Пипец. Вот он ебанутый мудак, а. Ну Вергилий, конечно, бля, пиздец, чё. Все, ну чисто выбесить захотел, да, таким образом. Нахуя ты это сделал? Я должен был. Ну все. Вам не поиметь Бога. Да. Вывози ее! Живо! Сейчас куча народу погибнет. Что случилось? Черт, держись! У них не получится. Блин, а что за прикол с остановкой времени, интересно? Опускайся! Круто. Да блин. Ну, тут надо вытягивать машину, кажется. У! С какой-то квартиры выпрыгнул. Офигеть. А, чё так круто-то, блин. А! Блин, почему?
Лол. Круто, круто. Все, город весь разрушил. Да. С. Там 2 ключа где-то было, реально. Охереть. Так. Объявлен. Привет, Александр. Погнали. План. Врата ада. Главный источник силы Мундуса. До них можно добраться лишь через его логово. Нужно проникнуть в его башню и закрыть врата ада. Мундус все еще слаб после последней вспышки гнева. Это твой шанс одолеть его. Мундус не знает, что Вергилий Нефилим. Это и есть наше преимущество. Здесь расположен черный ход в башне. Вергилий, ты должен незаметно пробраться в комнату безопасности. А ты, Данте, отвлечешь их. Здесь. Эй, ребята! У парадного Хотите входа. помахаться? Вот и я. Прямо как отец. Слишком много выебываешься. У тебя с озвучкой. Да. Не, на самом деле Тебя. нет. Они по-английски говорят. Куска дерьма. Но ты просто очень хорошо понимаешь английский язык, поэтому у тебя в голове звучит как озвучка. О, прикольно. В смысле, это здание сейчас полетит? Как только Мундус заметит это, то бросит на тебя все силы ада. Держись ближе ко входу в башню. Блин, ну что ты будешь делать? Паркурщик. Ямакаси. Бенток пришел из портала. Приданток. Сдайся. Ворота закроются. Данте, тебе нужно будет отвлекать их, пока Вергилий пробирается в башню. Это кто-то новенький. Элитная адская броня. Ха! Вот этот интересно сейчас.
Давай, мистер метросексуал, работай, блин. Че он сделал? Он просто... У тебя графика на низких стоит или игра такая? Данте, прорвись Да. к главному входу, пока он не закроется. Игра слишком В требовательная, лучшем случае поэтому У тебя будет несколько секунд. пришлось поставить самые низкие настройки графики. Когда будешь внутри, ты встретишь элитного стража Мундуса. Лунатик. А, его так зовут. Разберись с ним. Быстро. Повеселимся. Ага. Готово. Вергилий вырубит систему Треки камер норм. внутри. Мундус не сможет Да, увидеть, треки где хорошие. ты. Качает. Блин, мамкин хакер. Иди ко мне, Данте. Если сможешь, я буду ждать тебя. Так. Аквила, Баин, Туз-король. А чё Туз-король? А. Так, мятежник полностью. Да, вот это надо. Слэм. Апперкот. Корпоративные офисы серьезно охраняются. Кроме 87-го этажа. Он не занят. Там ты встретишься с Вергилием. А? Тут где-то душа. Блин, я зашел. Я хотел секретки посмотреть. Заново будешь проходить. Ты в порядке, брат? Не. Да, все отлично. Здесь вы разделитесь. Данте, ты направишься в восточное крыло, а ты, Вергилий, в западное. Там расположен главный сервер. Удачи. И тебя. Ну так душиться я не буду. Данте, тебе придется пересечь Небесный мост, чтобы попасть в восточное крыло. Ты найдешь его, следуя этим путем. Вот это арт-стайл, я понимаю, так сказать. Нормально. Вергилий разберется с серверами в западном крыле. Он очистит тебе путь. Бля, вот это интересно, конечно. А как... я не понимаю. Как я апперкот делал до этого, вообще не понимаю. Нацеливание на врагов не туда. Ну, я, по сути, своего вообще нету захвата. В переходе восточного крыла серьезная охрана. Врага. Ты окажешься в тупике, Фокусировки так нету. что пока не пытайся пройти. Так. Бинго. После этого доберись до восточного крыла.
Будь осторожен. Эти этажи заняты. Ты встретишь Этаж сопротивление. 87. Это финансовое крыло. Тех, кто работают здесь, едва можно назвать людьми. Они были извращены до неузнаваемости. Когда-нибудь все человечество будет порабощено модусом, как и эти бедные души. Корпоративный. А, я понял, блять, я не ту кнопку нажимал. Прикинь. Алара дайду чокиду. Отсюда Алла тебе радует. нужно найти путь на следующий Это же этаж. лимбо. Это не потусторонний или подземный мир. Это вот буквально на той же плоскости, что у нас, но немного иначе. А так в целом, да, прикольно сделано. Блин, работяги. Устали работать. Пизда вам. А, фак. Зверь. Опа. А. Паучки. И что, тут больше ничего нет? Я сюда ради пауков пришел. Ё-моё. Ну ладно. Что она там говорит? Этаж 105. Небесный мост. Точняк. Тебе нужен этаж 106. Что бы ты ни делал, не выходи на 105-м этаже. Ясно. Данте Он очень проебался, сильно как всегда. заражен. Вот, блять. А ты не мог до этого, ну, как-то дождаться своих воспоминаний? Ну, ё-моё. Как там было в поговорке? Поспешишь, людей насмешишь. Вот так вот. Тогда в другую сторону. Ясно. Пути назад нет. Оу. Хилочка. О, еще хилочка. Ну, 105 этаж не такой уж плохой. Ага, здорово, ребят.
Ничего. На прототип Работа похуже. На прототип. А, блин. Так. Отправляйся на следующий этаж. Ну, визуально скорее, да. Оу, ну уж нет. Успел. Окей. Ага. Ну, хилок что-то нет. Голяк. А, ну по идее можно вниз спуститься. Да как будто бы и надо. Ну давай. Чё ты? Окей. Я знаю. К этому моменту демоны узнают, что ты в восточной крыле. Действуй быстро. Ну уже, Вергилий. Держись, Данте. Вергилий, будь осторожен, не включи вторичную охрану. Бинго. Бинго. Не бинго. А, вот же ж, блять. Если бы он сказал тоже не бинго. Вергилий, не позволь затащить себя в лимбо, иначе не сможешь взломать сервер. Если тебя обнаружат, все пропало. Я справлюсь. Изи. Здорово. Отъебись! Вергилий встретит тебя у главного лифта.
Ага, все. Побежали, побежали. Оу, статуя. Так. Предметы. Прокачка здоровья. Как раз денежка накопилась. Сюда. Здесь ты встретишься с Вергилием. Похоже, мы недооценивали Кэт. Я нет. Тебе она не безразлична. Однако когда-то ты сказал, что тебе насрать. Поднимись на лифте на 154 этаж. Вот, Данте, возьми. Я взял этого у охранника. В реальном мире выглядит как обычный шокер, но в Лимбо это мощное оружие против демонов. Спасибо. Серьезно? Это так работает? Вергилий, ты пойдешь к офису Мундуса в реальном мире. Данте, через Лимбо нет Земля прохода, мост. так что тебе придется идти через западное крыло. Найди небесный мост западного крыла. То есть в реале Данте ходит не с мечом, а с тросточкой, не с пистолетами, а водяными пистолетами. Типа это так работает? А что такое один? Я не понимаю. Ясно. Короче, мы этим дерьмом не пользуемся. Вот, дробовик. Другое дело. Ай, японский бог. Там все довольно сумбурно. Тебе придется пройти вверх через 5 кругов ада. Надеюсь, ты сможешь. Будет непросто. Пять кругов ада. Медный ключ. Этаж какой, смотрите. 666. 666 этаж. Она была права. Это ад. Бесконечное ожидание в лифте. Дароу. О, привет, краска. О, намного лучше. К этому моменту ты уже должен видеть ядро, Данте. Ты должен попасть внутрь.
Ашо на Твиче 480 рублей. Качество. Потому что битрейт снизил. И у всех лагает один хуй, если выставить более высокий битрейт. А, То есть, чтоб ты понимал, я до этого стримил в шакальное 12 качество. в 12 тысяч качеств, ну как его, битрейта. Иначе у вас у всех будет все лагать, и вы все будете ныть. Ну, типа, хотите поныть или, ну, посмотреть нормально. Я выбираю посмотреть нормально. Думаю, ну, выбор очевиден. Дриковац. А чей случилось раньше же нормально было все. Ну, с Твичом проблемы какие-то. Мгм. Нет. Тук-тук. Нормально. СС. Так. Электрошокер. Это супер херня, не работает. Так, фейерверк. Ну, по идее, тоже херня. Я им уже не пользуюсь. Ну, давай вот это прокачаем. Чего, блин? Погоди. Да нет. Ну, здрасте. Просто мне показалось, что... Не понял, блядь. А до этого я тогда на каком уровне сложности проходил-то? На человеке, блядь? А схуяли? А когда
Сложность успел слететь, блядь. Ой, блядь. Ну и хуйня. А мне казалось, я на Нефилиме прохожу все уровни. Пизда. Да. Вот нахуя вот тут вот вообще ставить под кнопку смена сложности. Под кнопку, блядь. Не так, чтобы там, ну, зайти, хуй знает, ну, настройки поменять его. Блядь. Я думал, у него сложность фиксированная стоит. Охуенно, блядь. Я все это время на самой легкой сложности проходил. Кто-то и думает, че так легко, блядь. Комната Мундуса находится в самой верхней точке ядра. Там ты встретишься с Вергилием. Будь осторожен. Души проклятых прогоняются досюда. Не попадай в поток, что бы ни случилось. Удачи, да. Отсюда ты сам по себе. Не, все-таки я сюда хочу. А. Ясно. Так. Кнопка заела. Па-па-па-па-па-па. Ё-моё. Блять. Прикол. Ну ладно, хорошо.
Да, блин. Ай, ну ты что? Да. Ай, да блин, в смысле ты взорвался? Нормально. Окей. Да, вот это, конечно, да. Охрененно вообще. Так, я пришел отсюда. А пойду сюда, да? Нет. Значит, я иду сюда. Оп-оп-оп-оп. Ключик. Слоновая кость. Ничего себе. А, ну чуть не сгорел. Ай, да пошел ты! Капец. Так, а куда мне хотят? Куда меня хотят направить? Вопрос. А. Да блин, чуть не сдох. Так. Тут я, пожалуй, золотую сферу куплю. Пора. Пошли. Опа. И сюда.
Ага. Большая звезда адского лика. Окей. Ох, сейчас будет потный файт, походу. Угу. Да куда ты умер, ну, собака? В поток огня меня закинул. Да, блин. Естественно. Ходит, скучает. Да, блять. В смысле ты выжила? За колонной спрятался.
Окей. Так, хорошо. Двигаемся дальше. Нормально. Прикольно. Четко. В тайминг не попал. Окей. Окей. А! 3 смерти. Ё-моё. Да, вот и пошли смерти. У тебя получилось. Из нас отличная команда. Ты где был вообще? Я сильнее, Я умнее. а я симпатичней. Мундус за этой дверью. Не будем заставлять его ждать. А у меня член больше. Откуда он знает? Он нашего члена не видел. О, головоломка. Что не так? Они, видимо, знают, что мы идем. Как и предполагала Кэт. Так что мы должны сделать? Запустить генераторы в Лимбо. Система перезагрузится, и я смогу Я все понял. Оу, е. Но... можешь повторить снова? Ну, тебе нужно запустить генераторы. Их 4. Ага, правильно. По одному в каждом туннеле. Заработал. А, то есть я запомнить должен был, да? Так, ладно, тогда... Раз. Два. Три. Четыре. Твою мать. Так. Показать не можете? Нет? Блин. И что мне гадать теперь? Так, уберем это.
Пу-пу-пу. И чё? Не, ну серьезно не покажете больше? Ну охеренно. Гадать придется. Оу, yeah. Так, Луна, звезда снизу. Солнце, вода сверху. Так, теперь Луна. Солнце сверху. И звезда, вода снизу. Ладно, ладно, блять, ладно, пойдем. Я не знаю, что от меня хотят. Видимо, я должен во все 4 стороны сходить сначала. А, смотри-ка, тут вода. Так, здесь вода. Так, тут вода. Сразу. Да, вот так вот сделаем. А это что? Солнышко. А, блядь, я их крутить должен. Вот так у нас это все встроено. Бэм-бэм. Бэм-бэм-бэм.
Один генератор запущен. Хорошо, я перезагружу сервер. Теперь совмести схему питания с нужным сервером. Да, блядь. А, я не тыкнул. Готово. Сделай все 4 вынужденных. Получается, совершенно неважно, в какой, ну, в правильной последовательности они или нет. Один хер надо активировать. Ёб твою мать. Печально как-то. А здесь крутилка с другой стороны. Осталось 2. Блин. Два включены, Вергилий. Хорошо, перезагружаю. Мне его переключить? Можешь. А можешь запустить другие генераторы. Решать тебе. В смысле? Не, погоди. Да, блин. Это чё? Звезда. Так. Луна стоит. Окей. Ну все, запускай. Что там надо сделать? Нет? Ладно. Один хер их запустить надо. Все равно.
Так, погодите. Тут на кристалл подняться можно, оказывается. Здорово. Привет, RTX. Здорово. Еще одна. Нормально. Опс. Еще один в мешке. Проблемы? Нет. Problems. Problems. Мгм. Нихера он здоровый. Сдох. Нихуя ты охуел. Хорошо. Мы в деле. Да блять. Колоссальный требование уничтожить деспот за такое время. Деспот. Ты приобрел мастер-колледж. Да. ПНГ. Да. Это спасительный знак. Ну да, да, да.
Мне там целых сколько? Практически 2 поста было об этом. Тебе мало доказательств? Тебе показать прямо на стриме? Так. Так что да, будем играть Ninja Gaiden. Ninja Gaiden. Ну я удивлен. Ты знаешь, что нужно сделать? Ты его выманишь, а я закрою врата ада при помощи Ямато. Затем мы убьем его. Есть идеи, как выманить его? Мы убили его нерожденного ребенка. Просто разозли его. Понял. Но не пытайся убить его. Он бессмертен, пока я не закрою врата ада. Ясно. Вот и все, Данте. Мы должны полностью доверить своей жизни друг другу, без сомнений. В конце концов, мы же братья. Мы же бригада. СС. Лик демона. Сидит, блин. Почему ты убил моего ребенка? Хм. Я спрошу еще раз. Почему ты убил моего ребенка? Потому что ты убил мою мать. Значит, это месть. Понятно. Это больше, чем месть. Неужели? Это было ради свободы. Свободы? Ну, похоже, ты и так свободен. Раз убил моего наследника. Я говорю не про свою свободу, а про свободу человечества. Человечество. И как, по-твоему, человечество будет распоряжаться этой свободой? Она была у них, когда я прибыл на Землю. И что, по-твоему, они делали с ней? Они воевали, они убивали, и они голодали. Хм. Я принес процветание. И я принес порядок. А что принес ты? Кроме насилия, войну, смерть. Ну же, Данте, разозли его. Знаешь что, Мундус? Ты прав. Это не ради человечества. Это просто месть. Должен сказать, убить твоего ребенка, смотреть, как он разлетается на маленькие кусочки, слышать твой бабий визг. Это бесценно. Вот это он меня. Жесть.
заставлю тебя смотреть, как буду пожирать твое бьющееся сердце. Что ж, давай захлопнем тебя. Чё он так долго? Врата ада. Что ты наделал? Оставь моего брата в покое. Ты в порядке? Чё, реально просто убили его вот А так? ты не торопился. Не за что. Да не. Ничего себе, он стал... Да, гигантской херней. Ну куда без этого? Мундус. Ты готов? Теперь мы можем убить его? Врата ада закрыты. Никогда! Есть идеи? Видишь его глаз? Да. У его ребенка было нечто похожее. Начнем с этого. Нам нужно его открыть. Ты мудак! Займи его. Я попытаюсь открыть глаз. Ну да, Нападай на него. Просто продержись, пока я не раскрою его глаз. не нападать. Данте, сделай что-нибудь. Данте, теперь доберись до глаза. Фу. Классный прыжок. Смотри, он разваливается. Данте, ты видишь это? Да, вижу. Он все еще там. Мы должны попасть туда и убить его. Давай, пошли. Почему его тело там? Мундус слился со своей физической оболочкой, поэтому он защищает ее.
И уничтожив тело, Мы убьем Монтуса. нет! Вергилий! Нет! Хм. Что ты с ним сделал? А. Хм. О, чуть-чуть осталось.
О, почти все хп отнял. Победа. Мы сделали это. Я сделал. Да. Ну какой ценой, да? Хотя им совершенно насрать, скорее всего. Промытые мозги у всего населения. Они еще долго будут приходить в себя. И, скорее всего, Мундус даже не наврал. What the fuck? Вы видели, что я сфотал? Что происходит? Мой братан из России прислал мне это. Они выглядят как демоны. Ну это прикольно, прикольно. Люди начали видеть демонов вокруг. Мы пробудились. Блин, угарно. Это ж круто. Блин, и вот это вот не имеет, к сожалению, продолжения, да? Вот это вот обидно очень. А ведь какое развитие могло быть у всего этого? Ё-моё. Потери, потери. Конец. Что произошло? Лимбо столкнулся с реальным миром. То, что когда-то было скрыто, теперь у всех на виду. В воздухе летает дух революции. Никогда не думала, что доживу до этого дня. Это начало конца для демонов. Человечество свободно. Да. Свободны от демонов. Теперь мы можем править. Чё, Что ты блядь? сказал? Теперь мы можем править. Править чем? Вот этим. Всем. Вергилий, В смысле, как Мундус? Нет. Нет. Нет, не как Мундус. Мы будем уважать наших подданных, а не порабощать их. Подданных. подданных? Он про тебя. Он про людей. Я думала, мы сражаемся за свободу. За его свободу мы сражались. Не за вашу. Не упрощай ты так все. Люди беспомощны. Они как дети. Им нужна защита. Не только от других, но и от них самих. О, Мы, ты и я спасли их. Ты и я спасли их? А кто же еще? Человек. Кэт была полезна, но... Полезно? Кэт,
спасла мне жизнь. Кэт выдержала пытки, чтобы скрыть твое существование. Кэт провела нас в убежище Мундуса. Да мы бы уже раз 20 облажались, если бы не она. Послушай, если ты не видишь хаос, что создают люди, если ты не хочешь взять на себя ответственность за их защиту, то уйди в сторону. Я буду править один. Я уничтожил Мундуса не для того, чтобы ты занял его место. Я не позволю тебе это, Вергилий. А я не позволю тебе остановить меня, брат. Уйди в сторону. Вот Не так. делай это. Понеслась. Вергилий, прошу. Не вмешивайся! Дарову. О, прихамс. Битва братанов. Ах ты тварь. Да, битва братанов. Извини, брат. Не нужно. Еще не поздно. Так и есть. Это Вергилием или как там его звали?
Да. Богатишь. А? О. Блин, я... Блин. Блин. Вот и все. Да чё он там держит-то его, господи, уже проткнули тебе насквозь. Данте! Данте, не убивай его! В смысле, мы его уже убили, не? Я умоляю тебя! Прошу, остановись! Ради меня! Какой же посус по сравнению с третьей части? Ну, сам Вергилий, да, пососный. По факту это будет, как бы, ну, основным аргументом против этой игры. А, и все, и волосы белые стали у него. Мир отныне под моей защитой. Ты выбрал не ту сторону. Ты не человек, Данте. И никогда им не будешь. Я любил тебя, брат. Да.
Не убили. Я больше не знаю, кто я. Я точно знаю, кто ты. Ты Данте. Не больше и не меньше. Вот так вот. Ну, как бы концовка такая, конечно. Мне капец много всего замазали там. Прикольно, что в титрах показывают. Кстати, почитал что-нибудь из того, что я написать? XD. Не, пока нет. Ну, так зашел, чисто подписался. Посмотрю потом. Ну, вообще, короче, по поводу игры хочется сказать так, что в общем и в целом сюжет игры, ну, нормальный, хороший. Конфликт в конце между Данте и Вергилием, ну, обоснованный, нормальный, хороший. Но сам Вергилий, конечно, это печально, блин. Видео в конце напомнило фильмы с Джеки Чаном. Ага. Прикольно, что показывают, как разработка велась. А, это Мундус типа, да? Хелла. Привет, Гудзон. Пока я кофе пил под новости уже прошел. Но короче, геймплейно хуже оригинала, ну, в плане боев. Но в целом разнообразие уровней и так далее, то есть как они вообще выстроены, ну, круто. То есть уровни, где мы сопровождаем Кэт, типа ходим там с ней, что-то это, платформенные уровни, уровни с сражениями и так далее. Но разнообразие уровней, это да, это прям хорошо. Сделано, прикольно, задизайнено классно. А сами бои, ну, не дотягивают до оригинала. Не дотягивают. Ну, прям вот чуточку не дотягивают. Боссы в целом прикольные. Они вот именно разнообразны своим каким этим подходом, как их убивать надо. Босс, которого нужно затыкать, это вот только единственный босс первый. Второй такой полутыкошный, ну и полуинтерактивный. И остальные уже такие полностью интерактивные, типа надо там что-то делать, догадаться, как их убивать и так далее. Ну, прикольно. Но все равно жалко, что он не имеет продолжения. Данте с белыми волосами. А что такое крушение Вергилия? О, синий, ничего себе.
Ну-ка. Что с нами случилось, отец? Данте предал меня. Вот прямое Для продолжение. меня прям. здесь ничего не осталось. Это дом? Вергилий. Вергилий. Мама? Что это за место? Прикольно. Это прям отдельная нормальная компания. Балдеж. Да ну нахуй. Серьезно? Упал и умер? Жестко. Что это за место? А. Понял. А можно, ну, пожалуйста. Да блин. Ёпта. Мой амулет. Он пропал. Ё-моё, вас много. Сдаешься, Вергилий? Нет. Бедный Вергилий. Потерялся? Что у тебя, да?
что насчет Гайдена вторую будешь Сигму проходить? Ну, как бы 3 части мне Или имеется. ремастер? Но не Сигмы вроде. Сигма, Сигма, бой, Сигма, бой, Сигма, бой. Так, режим ангела, демона. Без модов? Наверное, без. А чё там? Блять, ну здрасте. Если что, вторая Сигма хуета, она кардинально отличается от оригинала. Ну, окей. Все равно будем проходить. Блять, ну серьезно. Окей. Ворона. Ничего себе. Клоп. На мана, мана. Вергилий, сын мой, ты мертв. Что? Ты заперт здесь, так же, как и я. Но ты все еще можешь сбежать. У тебя есть шанс. Свет. Найди свет и выбирайся отсюда.
Свет? Ну ладно. Ладно. Да бляха-муха. И куда? А. Да блять. Да иди ты нахуй, ну серьезно. Зачем так делать платформенные уровни, что прям пиздец идеально надо прыгнуть? Ну это прям пиксель перфект прыжок. Пиздец. Свет? Ну ладно. Задроты. Прикинь, кто-то жаловался разработчикам, что слишком легкие платформенные уровни. И разработчики такие: ну ладно. Пиздец. Получилось. Хотели сделать конкуренцию против Марио Лал. Марио, да. Да блять, ну сука, ну чел, ну блять. Ну это как вообще? Тебе геймплей разнообразен, так ты недоволен. Геймплей разнообразили тем, что надо прям пиксель в пиксель прыгнуть. Ну нормальное такое разнообразие, да. Да. О май гад. И чё ебать? И чё ебать? И кого ебать? Что нахуй? Это, конечно, круто. Но, учитывая, как мы прыгаем, это пиздец. Ну, чё вы от меня хотите, ебать?
Блять, вы видите расстояние моего прыжка, как я прыгаю? Ну о чем вообще, блять? Чё от меня хотят ебать? Ля супер геймплей. Часами можно стрим записывать. Люди будут пересматривать. А чё от меня хотят вообще? Аж завис стрим. О боже. Оказывается, у нас есть такая способность. Охуеть. Все. Стрим раздуплился. Короче, оказывается, есть прыжок. Я, оказывается, вот так вот умею. Прикинь, да? Я, оказывается, так умею, блядь. Ну откуда я об этом мог знать? Откуда, блядь? Ладно, погнали. Если что, в обучении выбрал только Вергилий, но имеется в виду его способности. Блять. То есть мне, по идее, должны были пояснить за этот прыжок. Ну, ёбаный рот. Читер. Какой читер? Ай, блядь, ты использовал способности, дарованные тебе играй. Читер. Бля, наконец-то. Парадайз написано.
Вергилий, стой! Ты в опасности! Эй, Вергилий! Ты никуда не пойдешь. И каково же это, брат? Снова быть поверженным. Интересно. Си. Пипец. Что-то жестко. Надо больше ударов. Удар правосудия. Посмотри на себя. Кто ты? Ты проиграл. Твой отец дал тебе все. А теперь у тебя нет ничего. Все, кто был тебе дорог и кого ты любил, отвернулись от тебя. Каково же это? Мое сердце. Прошлое не изменить. Но что бы ты сделал, будь у тебя еще один шанс? Вергилий, Вергилий, Кэт, ты все еще жива? Кэт была полезна, но... полезно? Кэт спасла мне жизнь. Вергилий, прошу. Не вмешивайся! Где я? Кэт? Нет, Вергилий, назад! Вергилий, помоги, прошу! Режим ангела. Окей, хорошо. Слушайте, это прикольно. Походу, нам историю перезапуска DMC сейчас до конца расскажет. Это прикольно. Бля.
это наебка точно. Да не. Как Двиг- Special Edition. Двигайтесь на пройденный портал. А. Как Special Edition. Да уже не наебка. Ты видишь вообще другие локации? Ты, ну, смотри, ну, типа, глаза открываем, смотрим, что происходит, и как бы удивляемся. Так. Давай вот этот. Так. Что за хуйня? А почему он не делает? Вот что это такое? У меня что-то не так с самим геймпадом, то ли что. Он как будто бы, знаете, в турбо режиме находится. То есть я кнопку задержать не могу, то ли что. Или конкретно кнопка сломалась, походу. Господи! Вергилий! Где ты? Я здесь.
Нихуя я лету. Блин, ну ладно. Уйди прочь! Оу, щит. Нихера себе, целый крест в дороге. Блять. Кэт! Кэт, ты в порядке? Я в порядке. А вот ты мертв. Забавно, лишь умерев, ты понял человечество. Я спас тебя от демонов, помнишь? Дал тебе дом и смысл жизни. Нет, ты использовал меня, и ты предал меня.
Все, за что ты меня так ненавидишь, должно было случиться. Неужели ты обманул нас, Вергилий? Меня и твоего брата. Данте. Вот он настоящий мужчина. Ты слаб. Даже беспомощен. Ты никогда не сравнишься с ним даже наполовину. Типа демоническая сила появилась. Уже получше. Я убил ее. И теперь ты сильнее. Разве не этого ты хотел? Сила. Абсолютная сила, Вергилий. Ты сын Спарды. Стань сыном Спарды. Добро пожаловать в ад, брат. У меня больше нет брата. Мила. Знаешь, я постоянно был в бегах, жил в трущобах. Ты же наслаждался комфортной жизнью. И кто же теперь из нас на коне? Зис из Тебе Спарта. нигде нет места. Думаю, поэтому ты здесь. Ну, а еще потому, что я убил тебя. Мне нравится твой новый взгляд. Да бля. Эй, сюда. Ну, понятное дело, бюджета поменьше, поэтому чисто раскадровкой, там, ну, типа анимации показывают нам. Снова, типа, motion capture с актерами делать не получится, конечно же. Так как игра, ну, скорее всего, в рамках глобальных каких-то не возымела нужного успеха. Но прикольно сделано. Ну, в целом, да, да. Вообще я рад, что они, ну, что-то выпустили конкретно. Мультипликации. Ну да, да. Хотя бы так. То есть аниматоров наняли там и так далее. Мультипликаторов. Наняли мультипликаторов. И все зашибись. Режим демона. Развод.
Да, блядь. Преследуешь меня? Ненавижу общественный транспорт. Где ты, Данте? Ха. Сдавайся, Вергилий! Да, блядь.
он делся? Хватит бегать, Данте! Это его кровь или он накончал? Непонятно. Белый. Хватит меня преследовать! Да блять, чел. Так. Оп. О, найс. Одной не хватает. Страшный какой. Ты за это заплатишь! Yes. Окей, пойдет. Да блин. Ну как-то подняться можно. Трус. Так это не игра. О, All Mode называется. А тут этот Dim Mode. Это не так. Ну, в телефоне Dim Mode нет? Такой же нет.
конечно, на телефоне. И на телефоне, да. Установи, покажи потом. Будет работать, да? Что там? Покажи. Похоже, тебе некуда идти. Да, понятно. О. То, что доктор прописал. От одной слойки. Давай, чувак. Сделай это! Такая рынка. Я ждал этого. Это последняя твоя шуточка, да? Или закончим наш разговор? Хорошо. Нет. Прошу, не надо. Тебе он не понадобится. Интересно, сколько тут уровней. Топот. Понял. Чего? Блять. Я могу, кажется, отменять, точнее.
Вот. Ой-ой-ой. Так, сейчас подойду. Я в туалет. А пока я выйду.
Давайте-ка. Чего? Я убил его. У тебя его амулет. Он бесполезен. Только Данте может им управлять. Она дала его ему. Помнишь? Он всегда был ее любимчиком. Ты знаешь. Она так восхищалась его импульсивностью, тем, как он следовал зову сердца. Найди ее. Покажи ей, что ты сделал. Заверши же начатое. О, катсцена, неужели? Ничего себе. Охереть далеко. Да, блин. Не волнуйся, мама. Скоро твой кошмар закончится.
Хотя бы так. Еще немного. Да, блин. Блядь. Ничего. А.
Погоди-ка. Погоди-ка. Ну, то я думаю, подвох какой-то. Здорово. О, здорово, Ван. Чё, как оно? Да блин. Пойдет и как? Ну тоже нормально, да. Сейчас вот прохожу кампанию за братишку Вергилия. Эта часть лучше бить. Ну, короче, у меня, как бы это сказать, по сюжету, да, лучше, по факту. Ну, мне так, по крайней мере, ощущается. С этим многие поспорят, скажут, типа, нет, эта часть, типа, не очень. Но по факту, как считаю, они чисто докопались до внешности героев. Типа они... Ну, не как в оригинале, и все, типа, вот. Не можем никак таких вот полюбить, вот, типа, вот в этом дело. Вергилия сделали изданку. Просто парик сменили. Думали, мы не заметим лал. Ну, они по факту же, типа, ну, этого. Братья-близнецы, все такое. Но по факту геймплейно, короче, чуть слабее. Чуть слабее. Ну, то есть в плане боевки и так далее. Послабее. Но не сильно критично. То есть играть можно и нормально. То есть вполне себе DMC. Взял, Но не такой, испортил как шутку. четвертый. Испортил шутку. А в чем шутка-то? А, мы не заметим. Ну да, блин. Но шутка была в том, что все и так знают, что они близнецы, а я такой шучу о том, что они подозрительно похожи. Короче, Да. Да. Понял. не понял всю глубину наших глубин. Так. Ой, кайф. Короче, такой вот приятный сюрприз оказался. Я не знал о том, что существует вообще-то вот такая вот DLC к этому DMC к перезапуску.
То, что есть, оказывается, отдельная компания, прям полноценная компания со своими уникальными врагами, с локациями, а не как это вот обычно у японцев, типа переюз одних и тех же уровней, просто катсцены другие. Вот тут вот так вот. Тюремщик. Эй ты, оставь ее в покое. Это что, блядь, было сейчас? Да, блядь. Да ебаный рот. Вау. Да. А что в этом случае делать надо? Просто уходить?
Да, блять. Повышение уровня для стороны стопченных. Какой же ублюдский моб. Или босс, я не понять могу. Вергилий, как же я рада, что ты здесь. Я думала, что больше никогда тебя не увижу. Вергилий. Вергилий. Что произошло? Он мертв. Как? Это я. Что? Я убил его. Ты убил его? Как ты мог? Он же был твоим братом. Он был твоим любимчиком. Я никогда бы не стал таким, как он. Всегда ожидающий в тени, всегда второго сорта. Что ж, Выпили уже эти С меня уровни. довольно. Такое ощущение, будто учитель как школьника нахваливает за какую-то неведомую Я всегда хрень лал. любила вас одинаково. Да-да. Ты спас меня от этого, чтобы разбить мне сердце? Почему? Посмотри на меня, Вергилий. я пришел попрощаться. Во что ты превратился? Мы дали тебе силу, а ты использовал ее для убийства. После всего, чему мы тебя научили. Все, чему вы учили, было неправильным. Все, что вы дали, это сила, не более. Я родила тебя на свет. Дала тебе любовь. Разве это ничего для тебя не значит? Где твое сердце? У меня его больше нет, мама. Нет. Вергилий, Прощай. пожалуйста. Не оставляй меня. Вергилий. Я понять не могу. Он точно умер или нет? Просто каким-то самокопанием занимаемся. Практически Silent Hill какой-то, блин, творится. Ну, по сути, это, ну, как будто бы сон собаки. Пчела убийц. Да. Ты сделал это? Что чувствуешь? Сила. Мне нужно больше силы. У тебя есть то, что принадлежит мне. Он мой. Тогда я возьму его. Опустошил твой Вергилий. Чего, блядь? Ты дебил? Кто? Ну, дебил. Извините, пожалуйста. А если извинись, а может быть ты? Кто? Я? Хуя!
Блять. 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 Да блять. Ах ты, блядь.
Как ты меня заебал, пизда. Блин, почему он похож на Эдварда из Сияния? Или как там? А, Сумерек. Бля, иди нахуй, пиздец. Сука. Ну и трэш, и недовольно просто. Да. Ой, бля. Ну и долбоебись.
Это, конечно, не мое дело, но тут явно видно, что во второй фазе нужно тупо выжидать его атаку и атаковать только после. Ладно, это не мое дело. Окей. Боже, так. Блядь. Блядь, иди нахуй. Блять. О, Господи. Мы одно целое. Ты новичок. Вергилий! Так, я победил. Спасибо. Сори. Да не, нормально. Ты Ну, душно, обманул конечно. нас, Вергилий. Меня Сложно, и твоего точнее. брата. Тебе нигде нет места. Во что ты превратился? Где твое сердце? Все, переродился. Ебать, он накурился. Да. 4 смерти. Еще один шанс. Так. Я уже был здесь. В этот раз все будет иначе.
Ну, допустим. Теневое клонирование. Меня достало это место. Я слышу секрет, но не вижу его. Оу. Да и хуй с тобой. Да, блять, что? Да ёбаный рот.
меня нет времени. Чуть-чуть не хватает. Да, блядь, что? Окей. Блядь.
А чё мы такие недосягаемые, блядь? Двойного прыжка нет. Этот удар не регает вообще. Ясно. Ой, блядь. Так, ладно. Да бля. Блять, как ты меня задел вообще? Что за бред? Ой, блядь. Бля.
Блять, ну чел. Да ебаный ты рот. Да блять, иди нахуй, я в воздухе, долбоёб.
Иди нахуй, а! Заебешь, тварь. Пизда. Вот это пизда. Да иди, блять, нахуй, а! Бля. Ну и трэшовая, да. Ну, здрасте. Блять, пошел нахуй, заебал, блять. Блять, иди нахуй. Блядь. Слава тебе, Господи, ты умер, нахуй. Ёбаный в рот.
Теперь я свободен, отец. Ясно. Нихуя не сказали. Ну так чисто, блядь. Вергилий поныл нахуй. Добил таки. Но... Боже, ну какая же это хуйня. Ну и что это было? Ну, это было... Это все что ли? Да. Хуйня что? Да, да. Ну, в целом, типа, нам просто показали, как Поясни. Вергилий просто в концовке оригинала пошел куда-то, ранение было смертельное, он, по сути, умер у могил матери, но ему дают еще один шанс, и он как бы убивает в себе все человеческое, там, всю привязанность к этой девчонке убил, брата, и как бы, ну, к матери тоже там конкретный дизреспект оказал, показав, что убил своего брата и так далее. Потом и сам себя, типа, этого победил, там, и, ну, стал таким цельным. Типа, ближе к третьей части сделали Вергилия здесь, ну, старались, по крайней мере. Он все теперь, ну, ищет силу и все. И теперь он, как бы, свои ранения вот эти вот вернул, ну, точнее, починив и так далее, восстановившись, стал, как бы, это, править демонами. И он возвращается дать пизды этому Данте из реали. Из реального мира. Ну да. Ну я хз, кстати. Если так подумать по сюжету и так далее, как оно могло бы развиться, ну я хуй знаю. Реально хуй знает. Учитывая то, что его оставили в живых, ну это мега тупо. То, что, ну, так вот произойдет. Но, видимо, так и произойдет. Он просто придет и, ну, опять будет кошмарить людей. Короче, просто злодейским злодеем стал Вергилий. Хуйня, короче, полная. Поначалу, ну, вообще, DMC перезапуск 2013 года был хороший до концовки. Концовка максимально тупая и школьная, прям, ну, он не убивает брата. Из-за того, что какая-то пизда говорит: нет, не надо, ради меня. То есть, по факту, если бы он его убил сразу, тогда все было бы логично и нормально. А то, что Вергилий потом стал бы злым, и он каким-то образом бы выжил, ну, хуй знает. Или переродился бы, ну, как-то нормально развернули бы. Ну да. Короче, я думаю, самые ниндзя теории, как бы, уже... Если бы их даже попросили и даже деньги им закинули на как заказ, сделайте игру, продолжение DMC. Даже, типа, знаешь, с купленными правами какими-нибудь там, то они бы это сделали спустя рукава, потому что хуйня полная какая-то. Я уверен, они не захотят сделать продолжение. А если будут вынуждены, но
такое. Правда такое. Ну чё, дальше у нас Devil May Cry 5. Нет, это уже завтра. Так. Короче говоря, хочу сказать такую вещь, что перезапуск в целом хорош, то есть в прогрессе всего, как ты играешь, в процессе точнее, он вообще заебатый, прикольный, но к концу файт с Вергилием, прям что-то это, как-то весь кайф там теряется. Если я всю игру кайфовал, то потом концовка, когда ты дерешься с Вергилием, это пиздец позор. Он не такой сильный, он не такой мощный, не такой разнообразные удары делает. Почему папа он печатал? Харского что ли, опять этим вот. Куда он пишет? Папа ты пота. Папа ты пота. Я бедем это меня их тут. Пусть мать. Да. Папа там сколько есть? Да, наверное, завтра скушаешь, уже поздно. Ладно, ребят, давайте. Буду прощаться с вами. Что-то разочаровался прям сильно. Сильно разочаровался в DMC 13 года. Из-за концовки. И плюс DLC. Хотя, казалось бы, заебись, радоваться должен из-за того, что мне дали Вергилием поиграть даже в отдельных локах. Но по факту там ничего особенного не показали, никакого раскрытия там ничего не было. То есть новой информации какой-либо я не узнал. Ладно.